Здорово, братишки, сестренки, приятного аппетита всем, кто кушает. Вы на канале Nixon Play. Поздравляю двух прытких счастливчиков, которые забрали промокоды в предыдущем видео. А для вас, мои медлительные сталкерята, у меня железобетонный розыгрыш на ящик с бронежилетом. Также сообщаю, что я завел персонажей абсолютно на всех серверах. Единственный момент, на сервере RU2 мой ник Frosi731 занял какой-то негодяй, поэтому официально заявляю, что на сервере RU2 у меня совершенно другой ник. Frosi731 там самозванец. Розыгрыш проходит абсолютно на всех серверах сообщества RU1, RU2, RU3, Евро и US. Для участия в розыгрыше нужно всего лишь обязательно подписаться на канал, нажать на колокольчик и написать комментарий, не менее 5 слов. В комментарии обязательно указываем ник и сервер, на котором играешь. Итоги розыгрыша через неделю, 5 августа. Один мой подписчик предложил довольно интересную тему для ролика, а именно рассказать новичкам про уязвимые места у моба, то есть определенные хитбоксы, при попадании в которые у моба будет проходить самый высокий урон. Стреляя по уязвимым местам, ты будешь экономить уйму патрон и времени, соответственно, на дозарядку магазинов. Уже интересно? Тогда я немедленно начинаю. Приятного просмотра. Как известно, в зоне очень много различных мутантов, точнее их подвидов. Например, бес, быстрый бес, медленный бес, хромой бес, зараженный бес. Все это по сути одно и то же, и хитбоксы у них будут одни и те же. Далее в видео, чтобы не оговариваться и не тратить твое и свое время, а время это наш самый дорогой ресурс, я попросту объединю их в одно и буду говорить, например, бесы, кабаны, ну и так далее. Причем легких мобов, таких как крысы, собаки, пауки и все их разновидности, я перечислять в этом видео не буду, так как дезинтегрировать их проблем не составляет. С ними справится абсолютно любой игрок, имея на вооружении хотя бы ТОС или ППШ. Единственной проблемой может стать только если они нападут себя толпой. Начну я, пожалуй, с самого простого. Это кабан и все его семейство парнокопытных в зоне. Кабану достаточно всего лишь один раз попасть в сердце, и он скопытится. Скажу честно, выходит у меня это не всегда, а больше даже случайно, наверное. Сердце у кабана располагается с левой стороны, чуть выше брюха, правее копыта, и находится как будто бы под мышкой, если немножко симпровизировать. Смотря глазами игрока, это место будет справа. Если смотреть на это место в игре, то оно выглядит как самое темное местечко на теле кабана. Вообще, выцелить его довольно сложновато, поэтому если не попал, стреляй кабану просто в бок. Урон будет тоже очень большим. Ну а если ты считаешь себя скиллом, снайпером, можешь, конечно, попытаться в глаз попасть или в ухо. Там тоже у него уязвимое место. Скажу честно, в ухо попасть у меня получалось только ножом. Ни в коем случае не советую стрелять ему в голову. Урон, конечно, проходить будет, но очень маленький. Что касается боров, принципы зоны поражения все те же самые. Единственное, что хочу отметить, это контур копыта. Его отчетливо видно, и видно, что стрелять нужно как будто бы реально в подмышку Борову. Попасть в эту уязвимую зону будет намного проще, так как сама моделька моба намного больше обычного кабана. Верлиока и все присмыкающиеся к ее семейству. Этой болотной твари нужно стрелять исключительно в глаз, так как крепкий хитиновый панцирь защищает ее лучше, чем бронежилет 6Б13. Попасть в него не так-то уж и сложно, поверь, требуется всего лишь немножко потренироваться. Благо на болотах в окрестностях Любич их кишмя кишит. Тренируйся сколько хочешь, там они самые-самые легкие. Если ты набрал целую толпу верлиок за собой, то не паникуй. Постарайся пострелять спреем по всем сразу, причем неважно в глаз или в тело. Отбегай, и они должны сами потихоньку дохнуть от кровотечения, так как ХП у них не так-то уж и много. Единственный достойный противник из их семейства — это панцирная или желтая верлиока. Стрелять ей в глаз намного проще, чем мелким собратьям. От всего, хоть моб и кажется страшным, но приложив немного усилий и смекалку, погибает даже в схватке 1 на 1. Еще один часто встречаемый зверь — это медведь. Борову убить не составит особого труда. Видел умельцев, которые убивали его даже с таза. А вот белый уже задачка не каждому подстать. Но тем не менее, зоны поражения у всех медведей будут одинаковы. Когда медведь бежит на тебя, стреляй ему в голову. Старайся выцелить глаз и уши, там у него самое слабое место. Когда медведь к тебе подбежит поближе, то он встанет на задние лапы. В этом случае отбеги чуть-чуть подальше, чтобы он тебя не оглушил, и стреляй ему прямо в сердце. Находится оно у него с правой стороны, чуть-чуть левее правой лапы. Это если смотреть от лица игрока. В сердце медведю будет прилетать максимальный урон, в голову чуть выше среднего. Повторюсь на всякий случай, зоны поражения у всех медведей будут аналогичные примеру в видео. Братуха, ты только начинаешь играть? Тогда у меня для тебя подарок. Вводи промокод Nixon в меню игры и забирай премиум статус себе на аккаунт совершенно бесплатно. С его помощью ты быстрее и намного легче прокачаешь своего персонажа. А еще при вводе промокода вообще не важно, на какой платформе ты играешь, Steam, ВК или лаунчер, он работает абсолютно везде. Пользуйся этой бесплатной возможностью, братка.
самое жидкое порождение зоны. И нет, это не после просроченной тушенки Пивоварова, это его величество студень. Довольно необычный моб. Совершенно непонятно, из чего он слеплен. Из тины, глины или водорослей, а может из всего сразу вместе. В общем, не ясно, как его зона породила, но я знаю одно, что самое слабое место у него, простите, в паху. Не знаю как и почему, но факт остается фактом. Тело и в глаз стрелять бесполезно, урон будет небольшим. Отверженные, бесы, лешие, бляки, брутеры и ведуны. Все эти гуманоидные мобы легко убиваются в голову. Единственное, у кого есть уязвимое место, это бляк, но его уязвимое место открывается вместе с артом, и это язык. А рот он открывает, когда подойдет вплотную к тебе. Бьет он очень сильно, вдобавок еще и глушит, поэтому проще всего будет его убить в голову, не допуская его на близкую дистанцию. В игре есть два свежедобавленных моба – Драук и Репей. Их ты не встретишь на обычной локации, водятся они исключительно на локации Черный лес. Просто так ты туда не попадешь, да и незачем тебе соваться туда без хорошего снаряжения. Репей, по моим ощущениям, это мутировавший дикобраз. Бьет не слишком сильно, но нападают они в основном толпой, что доставляет кучу неудобств и иголок в одном месте. Для того, чтобы с ним сладить, нужно стрелять в левую лапу. Так будет попросту удобней. Ну а вообще можешь стрелять в любую лапу. Если смотреть глазами игрока, то удобная лапа будет находиться справа. В гриву и в голову стрелять бесполезно, урон проходит слабый. Драук. Довольно серьезный мутант. Я бы даже сказал, что это мини-босс, ведь запас здоровья у него на минуточку 300 тысяч хп. За все время игры я охотился на них всего с десяток раз. Убить его довольно сложно, но можно. Кто встречал этого мутанта, наверное, замечали желтые пузыри на его теле. Так вот, прежде чем убивать Драуга, вам необходимо разбить все его пузыри на теле. Такой маневр снизит запас здоровья этого зверя с 300 до 30 тысяч хп. И уже с таким запасом здоровья мутанта можно смело долбить в голову из всех орудий. Но учти, патрон тебе потребуется немало, так что приготовь свои магазины и вперед, на охоту! Также от своего лица лично и лица своего канала я выражаю огромную благодарность разработчику сайта SEO Wiki. Удобный интерфейс и кладезь полезной информации. Если в игре тебе что-то непонятно, на этом сайте ты найдешь всю интересующую тебя информацию. Ну а на этой прекрасной ноте я завершаю свой рассказ. Если тема оказалась для тебя полезной, обязательно подпишись на канал, поставь лайк и напиши комментарий. Для меня это лучшая мотивация и благодарность за проделанную нелегкую работу. Увидимся в зоне, брат Сталкер. Иди, не мозоль глаза.